В итоге мы доехали гораздо быстрее, чем я ожидала. Я думала, меня опять обманули, что ехать 10 часов по факту. Я думала, будем ехать часов 12. В итоге мы ехали 9. Так что какое-то время потусю в терминале. В общем, минус этого терминала в том, что все открывается в 6 утра. В плане там туалеты, какие-то еще общественные места. Ну, там только какие-то кафешки открыты. Поэтому ждать мне осталось всего 15 минут. Вот. И огромный плюс, что здесь есть камера хранения, где я смогу оставить свой рюкзак. Вот. И круто, что Медельин — это единственный город, где есть метро. Что не придется заморачиваться с автобусами, спрашивать, как докуда доехать. Так что такие вот новости пока что. Короче, оказалось, что автобусы до Картахены, куда я потом собираюсь, они идут с северного терминала, а я приехала на южном. Но вечер все равно оставила на южном, как бы думаю, уж ладно, заеду потом за ними, чтобы не таскаться. Конечно, не очень удобно, но мне кажется, максимальный вариант. Это называется главной площадью, Пласа Майор. Но я бы сказала, что в отличие от остальных главных площадей, она, конечно, отличается. Нет тут памятников в центре, ни собора. А это парк босых ног. На самом деле, когда я сюда шла, я думала, что будет травка. А здесь какой-то каменистый пляжик или что-то такое. Как-то не очень приятно. Здесь же рядом бамбуковый лесочек. Сейчас я начала свой путь в Пуэблито-Паис, где вроде как воссоздана типа деревенька былых времен. Что там будет конкретно, без понятия. Но увидим. Опять куда-то вверх ползти. Ой. Мне реально кажется, я прям подтянулась. Каждый день какой-то спорт. Также периодически открывается вид на сам город. Тоже в такой дымке все еще. В общем, вот это Пуэблито. Копии домиков, типичных для этой местности. В прошлом, конечно. Белочка вон. Всю птичку хочу заснять. Они улетают. Вот такая желтая, красивая. Также в парке периодически встречаются объекты современного искусства. Я думала, это скамеечки, а это, оказывается, тоже предмет искусства. Вот такое тут метро. Это парк Беррио. И
церковь Каналария. Одна из главных. Это самое высокое здание в городе в форме швейной иглы. Центро декольтахе, олицетворяющий промышленность текстильную. Я дотопала до парка Боливар. Тут прям такая ярмарочка. Это базилика Метрополитана. Церковь известна как самая большая кирпичная церковь в мире. Еще здесь везде продаются такие жирные шарики. Называется бунюэлос, я запомнила. Выглядит очень аппетитно. Вообще все, что с сыром, я это люблю. Как будто просто сырный хлебушек. Но очень вкусно. Хотела дойти до кладбища Сан-Педро, оно считается очень красивым. Иду такая по улице, и тут понимаю, что вокруг меня на улице встречаются одни проститутки. И даже, наверное, трансы, может быть, судя по голосу. Я тогда думаю, пожалуй, я больше не хочу. И развернулась опять на площадь. Прям вообще очень неожиданно. Даже нигде об этом не сказано, хотя, может, сказано, не знаю. Ну, в общем, такая вот улочка. 50, если что. И в городе периодически встречаются работы одного известного архитектора. Я на подходе к парку этого прекрасного архитектора Ботеро. Любителя естественных форм. Зато с мужчинами у него что-то не то. Я, оказывается, уже в парке скульптур Фернандо Ботеро. А это дворец культуры Европы. Адам и Ева. Это парк Сан-Антонио, где тоже встречаются работы Ботеро. И церковь Сан-Антонио. Для себя открыла новый лайфхак, что в церквях можно просто спокойно посидеть в тишине и прохладе и отдохнуть. А то у меня уже что-то ноги болят. Находилась. Кажется, я опять попала на какое-то мероприятие. Мне кажется, связано что-то с буддизмом. Здесь, кстати, тоже есть фуникулеры, называемые метрокабли. В районе 10 утра, либо 2 часов дня можно приехать на станцию Сан-Хавьер, и отсюда проводят экскурсии по местам географии, Коммуна-Тресса. И сейчас посмотрим, что это такое. Тут очень много предложений. Я, естественно, решила взять free walking ticket за чаевые. Вот. Так что посмотрим, что такое здесь. Вот она такая, 13-я коммуна. Здесь раньше был вооруженный конфликт между местными и полицией, и правительством. Но сейчас здесь все спокойно, построен такой
считается самым длинным эскалатором. Он такой частичный, короче. Вот. Вот тут даже есть знакомые русские буквы. В общем, купила билет до Санта-Марты. И наконец-то завтра меня ждет пляжный отдых. Путь, конечно, долгий, но что поделаешь. Вторая ночь подряд в автобусе. Я себя уже начала какую-то бомбу чувствовать. Очень крутой автобус. Тут так же, как в самолетах, есть персональные экранчики. Я такого еще пока не встречала. Обычно вот общий висит и все. И дают наушники, что безумно круто, потому что мои перестали работать. Но, собственно говоря, оно того и стоило, потому что я заплатила бешеных просто денег.